Всем привет и добро пожаловать в «Бодрое утро» с Викторией, которое я хочу начать со слов благодарности всем тем, кто приехал ко мне на Ютландию вчера и позавчера за моей книгой. И большое вам, девочки, спасибо, и мальчики. Какие же вы все классные, какие вы все веселые, какие вы все красивые, искренне благодарные. Ну, у меня просто нет слов, как я рада была встретиться со всеми вами. И поэтому сегодня я вас никуда не везу, а просто-напросто пригласила к себе в наш сад для того, чтобы показать вот это вот чудо. Посмотрите на этот клематис, как он выглядит и какой он прекрасный. Мало того, он еще и вот сюда у нас заходит. Но, к сожалению, я не могу передать через камеру запах этого волшебства. Этот клематис, дорогие мои, пахнет ванилью. Это просто невозможно. Тут сидишь и благоухает все у тебя, и как будто ты съел десерт какой-то. Ну, как всегда, я хочу обязательно ответить на один из ваших вопросов. И, внимание, сейчас я возьму его. Так, вопрос, дорогие мои, пришел от Эльзы Сёрнсон, которая пишет. Лет 20 тому назад для того, чтобы похудеть, все диетологи советовали есть обезжиренные продукты. Как вы относитесь к этим продуктам, к таким продуктам, обезжиренным, да? Эльза, большое вам спасибо за вопрос. Я не поленилась, нашла в своей библиотеке книгу, которая издана в 2000 году, да, в мае месяце. Эта книга была написана диетологом и поваром Энне Ларсен. Вот, и я помню прекрасно, какие она рецепты давала. Она советовала даже нам всем брать обезжиренный фарш, заливать его кипятком и потом сливать вот эту всю воду для того, чтобы обезжирить как бы, ну, продукт, да? Вот, так что такие рецепты. Вот я нашла гамбургер, сейчас вам покажу, видите, тоже, в котором она пишет в ингредиентах, пишет так. Значит, сметана обезжиренная 0,5%, майонез обезжиренный 0,5%, и тут же, заметьте, белая булка, 5 ложек кетчупа и так далее. В общем, как времена меняются и как диетология меняется, это так здорово, конечно, потому что сейчас все эти мифы об обезжиренных продуктах рассеяны. Почему? Возвращаемся к вопросу, да, как я к этому отношусь. Понимаете, если мы обезжириваем какой-то продукт, ну, это, как правило, все эти кисломолочные продукты, да, то есть убираем жир, который никогда не повлияет на наш инсулин. Мы убираем жирную, это же надо как-то, его чем-то надо заменить, правильно? И, соответственно, производители, они добавляют, помимо усилителей вкуса, обязательно крахмал. А что такое крахмал? Дорогие мои, крахмал – это углевод. А углевод в сочетании с молочным белком дает поднятие инсулина до 127%. Вы представляете себе, что это такое происходит? А когда такой выброс инсулина идет, что делается? Наш сахар резко падает. И для того, чтобы восполнить вот эту вот глюкозу в нашей крови, наш организм вам сразу же скажет: хочу есть. И вас потянет на что-то сладкое. Это будет в лучшем случае сладкие фрукты, но, как правило, мы начинаем есть торт или какие-то сладости, или печенюшки и так далее. Вот. И поэтому ответ на ваш вопрос, Эльза: все обезжиренные продукты – это гарантия набора веса. Так что не нужно увлекаться этим. Кушайте нормальные, с полноценной жирностью продукты. Они вас будут, во-первых, насыщать. У вас не будет вот этой тяги, не будет падения и взлетов инсулина и сахара. И кушайте нормально, вкусно, красиво. Гуляйте при этом, тратьте энергию. Вот я сейчас тоже пойду гулять. Видите, как я уже по-домашненькому оделась. И сейчас пойду на прогулку, чего и вам желаю. Дорогие мои, спасибо большое за то, что вы задаете свои вопросы. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и задавайте свои вопросы. Я буду с огромным удовольствием на всех ваши вопросы отвечать. Ну, а на сегодня все. С вами была любящая вас Виктория Андерсон. Пока!